Привет! Сегодня ты узнаешь топ-10 самых страшных животных Австралии. 10 место. Синекольчатые осьминоги. Эти существа небольшого размера, но обладают достаточно агрессивным характером и признаются одним из самых ядовитых животных в мире. Их легко распознать по характерным синим и черным кольцам на желтой коже. Но когда осьминог раздражен или испуган, на коже проступают коричневые участки, а синие кольца приобретают более яркую окраску и переливаются. Будучи потревоженными или напуганными, они нападают на противника, включая человека. В настоящее время противоядия от яда синекольчатого осьминога не существует. Данный яд вызывает паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания и, как следствие, остановка сердца из-за нехватки кислорода. Кроме того, их укусы небольшие по размеру и часто безболезненны. Многие жертвы даже не подозревали, что подверглись нападению, вплоть до наступления первых признаков отравления. Помочь жертве выжить можно, если оказать первую помощь вовремя, но все же встречаться с синекольчатым осьминогом не рекомендуется. 9 место. Тигровая змея. Это ядовитые змеи из семейства аспидов. Несмотря на мирный нрав, эта крупная австралийская рептилия – одна из самых ядовитых в мире. Укус тигровой змеи убивает мгновенно. Не только мелких животных, но и смертельно опасен для человека. Внешний вид и размеры тигровых змей могут быть очень разными, но объединяет их одно – тигровый камуфляж. У этих рептилий широкая голова и массивное телосложение. И даже при одном взгляде на рептилию сразу пробивает дрожь. Эти милые змейки живородящие. Миру дарят от 20 до 30 малышей, а некоторые самые плодовитые самки могут произвести на свет более 60 детенышей за один раз. Количество яда, которое содержится в ядовитых железах одного экземпляра, вполне достаточно, чтобы убить сотни человек. Яд змей действует на нервную систему. Через несколько минут после укуса жертвы останавливается дыхание и перестает работать сердце. Но не стоит бояться, ведь данный вид змей довольно-таки миролюбив. Тигровые змеи никогда не нападут первым на человека, только в целях самозащиты. 8 место. Австралийская вдова. Это вид пауков, который относится к роду черных вдов. У этого паучка черные блестящие конечности, включая головогрудь, а на теле можно обнаружить красное пятнышко в виде песочных часов. Укус вдов опасен для людей, может быть смертелен для детей и стариков. Весь род назван вдовами из-за пожирания самцов самками после спаривания. У обеих особей имеется иммунитет на собственный яд, но самки, как правило, всегда ядовитей самцов. Яд этих пауков нейротоксичен. Сам укус не виден, но место укуса чувствуется, как укол булавки. На месте укуса через время появляется 2 маленьких красных пятнышка – легкая эритема и отек. Спустя 30-60 минут после укуса паука появляются болезненные мышечные спазмы, которые распространяются от места укуса на крупные мышцы конечностей. Затем появляется выраженное напряжение мышц передней брюшной стенки и мучительная боль. После укуса данного паучка возможно слюноотделение, проливной пот, рвота, артериальная гипертония, тахикардия, одышка, тревожность, головная боль, слабость, фасцикуляции, парестезия, гиперфлексия, недержание мочи. На сегодняшний день существует коммерчески доступное противоядие, но исследования показывают, что боль оно не уменьшает. Также есть небольшой нюанс. Противоядие нужно ввести в течение максимум часа с момента укуса. 7 место. Атракс робустус. Это паук, который также обитает в Австралии. Один из немногих видов пауков, который может причинить серьезный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода. Этот паук питается исключительно крупными насекомыми, или другими пауками. При определенных обстоятельствах укус Атракс робустус смертелен, но это не обязательно во всех случаях. С 1981 года у врачей появилось противоядие, но для того, чтобы получить 1 дозу противоядия, паука нужно подоить
примерно 70 раз. И что самое интересное, яд опасен прежде всего для человека и приматов, в то время как на других млекопитающих, таких как собака и кошка, яд не оказывает свое ядовитое действие. 6 место. Гребнистый крокодил. Это крупное, современное пресмыкающееся. Самцы нетерпимы друг к другу в сезон размножения и часто вступают в жестокие, нередко смертельные схватки. С древних времен является объектом страха и поклонения во многих культурах, благодаря своей силе, опасности и бесстрашию. Гребнистый крокодил – потенциальный обладатель сильнейшего укуса в мире. Расчетная сила сжатия челюстей крупного самца гребнистого крокодила эквивалентна силе тяжести в 3000 килограмм. Гребнистые крокодилы заслужили репутацию людоедов, так как имеют тенденцию рассматривать людей в качестве потенциального блюда. Известен такой факт, что 19 февраля 1945 года гребнистые крокодилы убили около 1000 японских солдат на острове Рамри. В книге рекордов Гиннесса этот случай считается массовой атакой диких животных на людей. 5 место. Пустынный тайпан – очень ядовитая змея из семейства аспидов. Укус считается самым опасным среди современных змей. Тайпан питается лягушками и мелкими млекопитающими, включая мышей и крыс, поэтому нередко встречается недалеко от людского жилья. Яд тайпана нейротоксичен, блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, также нарушает свертываемость крови. Тайпан очень агрессивный и быстрый. При виде опасности приподнимает голову, покачивает ею. Потом молниеносно бьет противника несколько раз подряд. Укус тайпана может привести к смерти за 4-12 часов, в то время как укушенный другими самыми ядовитыми змеями человек живет около суток. Яд тайпана примерно в 180 раз сильнее яда кобры. 4 место. Тупорылая акула или акула-бык. Это один из самых агрессивных видов акул. У них характерное веретообразное продолговатое тело, рыло короткое, массивное, притупленное. Этот вид акул толерантен к широкому диапазону солености воды. Акулы-быки – одни из немногих хрящевых рыб, обитающих в пресной воде. Акулы-быки также способны выпрыгивать из воды, преодолевая пороги быстрых рек. Прыгают не хуже лососей. Бычьи акулы считаются самыми агрессивными среди всех акул. Взрослые тупорылые акулы считаются высшими хищниками и практически не имеют естественных врагов в открытом море. Этот один из самых опасных видов акул совершил серию печально известных нападений на людей у побережья Нью-Джерси. Эта трагедия и вдохновила Питера Бенчли на создание романа «Челюсти». 3 место. Восточная коричневая змея. Этот вид змей относится к роду ложных кобр Гюнтера. По токсичности яда этот вид занимает 2 место среди всех сухопутных змей. Представители вида активны в дневное время суток. Все они печально известны своим агрессивным поведением. В возбужденном состоянии змейка высоко поднимает голову, принимая S-образную форму, после чего может последовать выпад и укус. Обычно змея старается избежать противостояния, но если ее провоцируют, начинает яростно защищаться. Клиническая картина отравления ядом этих змей сопровождается головокружением, диареей, упадком сил и конвульсией. Также может быть отказ почек, паралич и остановка сердца. Без медицинской помощи укусы могут быть летальными. Хорошим советом является то, что не следует омывать место укуса, так как оставшийся в ранке яд может помочь идентифицировать вид змеи и помочь выбрать соответствующее противоядие. 2 место. Абсолютно заслуженно 2 место получает медуза ируканджи. Она считается одной из самых опасных медуз на Земле. Ведь стоит ее тоненькому полупрозрачному щупальцу дотронуться до открытого участка кожи, и человеку придется ох как несладко. Всего 20 минут, и человек испытывает дикую боль в спине, в желудке, затем сильнейший спазм, от которого у человека подкашиваются ноги. После начинается рвота, и все тело покрывается липким, холодным потом. Выживет человек или нет,
зависит исключительно от способности сосудов выдержать сильное давление. И самое печальное, что противоядие от яда медузы ируканджи еще не изобрели. Хорошо изучил данный вид медуз доктор Джек Барнс, который в прямом смысле этого слова близко познакомился с данной медузой. И решил он это сделать весьма оригинальным способом. Он ужалил себя, своего собственного взрослого сына и одного из членов команды. Все трое уже через полчаса отправились в реанимацию со знакомыми симптомами. Сомнений не было, это та самая медуза-убийца. К счастью, все участники рискованного эксперимента вскоре поправились. Этой медузе дали два названия. Второе название в честь самоотверженного доктора Барнса, который на себе почувствовал все действия яда и смог подробно их описать. Головная боль, тахикардия, обильное потоотделение, сильная боль в нижней части спины и мышцах, отек легких, головокружение и рвота. В общем, приятного мало. И первое место неоспоримо занимает куба-медуза. Австралийская куба-медуза – одно из самых ядовитых существ на Земле. Человек, столкнувшись с этой медузой, мгновенно чувствует сильнейшее жжение. Смерть может наступить в течение 2-5 минут. Быстрее, чем от яда любого другого ядовитого животного. Причина смерти – сердечный приступ. И если ты планируешь отпуск в Австралии, будь осторожен, ведь в Австралии есть не только теплый климат, коралловые рифы и Харбор-Бридж, но и самые опасные животные на планете. Подписывайся на канал, ставь лайки и дизлайки. Главное, поставь колокольчик сверху в углу экрана, и ты будешь в курсе, когда выйдет новое видео.